На следующем этапе необходимо слегка увеличить посадочный диаметр вала крестовины барабана. Здесь видно, что старый подшипник терся своей внутренней частью и при этом вырабатывался налет черный. Значит, он сидел неплотно. Необходимо замерить диаметр посадочного места и внутренний диаметр подшипника и в соответствии с этим увеличить толщину этого элемента. В моем случае разность размеров 0,1 мм, поэтому необходимо слегка его нарастить. Для этой цели можно воспользоваться фиксатором резьбы, который позволяет зафиксировать размеры до 0,2 мм. Для этого в домашних условиях можно воспользоваться точечной микросваркой, омеднением или оцинковыванием. Омеднение не дало должного результата, очень маленькие размеры, поэтому возьмем аппарат-инвертор, самый обычный, старое ножовочное полотно и будем работать. Выставляем на инверторе самый маленький ток. Для того, чтобы не повредить втулку на валу крестовины под сальник, необходимо вырезать прокладку из плотного картона. Включаем инвертор, берем ножовочное полотно и начинаем водить по этой плоскости в месте посадки подшипника. Подключаем минусовый провод в этом месте, там где не будет посадки подшипника. В итоге получилась такая небольшая напайка, и необходимо ее обработать напильником и наждачной бумагой. В конечном итоге, после небольшой обработки, подшипник становится с натягом и уже не проворачивается. Люфта нет, значит можно собирать. Сальник стоит крепко, без перекосов. Наносим консистентную водостойкую смазку по периметру внутренней части сальника. Немного консистентной смазки наносим на втулку, где будет тереться сальник. И наносим небольшое количество резьбового герметика в месте прилегания подшипника, который мы сегодня притирали. И ставим на место внутреннюю часть бака. Все стало четко и без перекосов. Проверяем, как крутится барабан, проскальзывание и люфта. Перед сборкой барабана я рекомендую промазать резиновую прокладку силиконовым герметиком. Если вы этого не сделаете, то возможно после сборки и запуска стиральной машины бак потечет. И соединяем две части бака. И с помощью ключа головки на 10 закручиваем все болты по периметру бака. Теперь осталось поставить на место нагреватель воды в бак. Я промазал по периметру уплотнительную резинку консистентной смазкой, для того, чтобы было легче зажать тен, и здесь не протекала вода. Также пришлось припаять один контакт, потому что он отломался. Я припаял оловом с применением паяльной кислоты. Вставляем его в бак
до упора. И зажимаем головкой на 10 этот болт. Он подопрет резинку с той стороны. Вот, барабан с баком готовы. Осталось только собрать все в обратном порядке. Подвешиваем бак на пружины. Фиксируем крепление пружин на свое место, чтобы они не выпали. Устанавливаем на место фиксаторы стоек бака. Слегка их смазываю бетолом, чтобы они легче вошли в свои пазы. Теперь подключаем на место сливной шланг от помпы. Он крепится хомутом. Фиксируем к баку шлейф подключения электродвигателя с помощью хомутов. Теперь подключаем к шлейфу двигатель. И прикручиваем его к барабану. Одеваем на двигатель крышку. Теперь наносим на центральный болт фиксатор резьбы и закручиваем его со средним натягом. Теперь подключаем нагревательный элемент и термостат. И фиксируем хомутами шлейф нагревательного элемента. Теперь прикручиваем на место передний и верхний балласт. Ставим на место порошкоприемник с клапаном подачи воды. Ставим на место переднюю панель, подключив замок люка. И ставим на место нижнюю декоративную панель. Ставим на место плату управления с панелью управления. Подключаем все разъемы на свои места. И защелкиваем сначала нижние зажимы, затем верхние. Закручиваем болты крепления порошкоприемника. И устанавливаем на место лоток для порошка. Фиксируем манжет люка, выводим его наружу, так, чтобы он наделся своим кантом на выступ горловины. И фиксируем его распорным кольцом.
Теперь можно проверить, как стирает стиральная машина. Я воспользуюсь такой большой плюшевой игрушкой для того, чтобы дать максимальную нагрузку на барабан. Вот максимальные обороты, тряски нет, барабан не дребезжит, одежду не рвет. Вот стирка закончилась, и проверим, что же с собакой. Собака целая и не порванная. Наша стиральная машинка работает в штатном режиме. После проверки осталось только прикрутить верхнюю и заднюю крышку. Вы были на канале Дело мастера боится, смотрели видео о том, что делать, если ваша стиральная машина рвет вещи. В моем случае причиной поломки был износ подшипника и посадочного места вала крестовины барабана. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.